Река Харьков в истории города Харькова занимает особое место. По одной из версий, именно она дала название изначально небольшому городку, который за 370 лет дорос до мегаполиса с 1,5-миллионным населением. Харьков, в принципе, считается городом сухопутным. При этом по территории Харькова протекает десяток рек и крупных ручьев, и даже одна полумифическая река Нетечь. Но, как вы, наверное, уже поняли, речь в сегодняшнем видео пойдет о реке Харьков. Относительно происхождения названия реки существует более 10 версий. Одни историки разбирают название по частям и считают, что оно происходит от индоевропейского серебро, а также от гунского слова «харька», что значит «лебедь». Подтверждение версии, что именно река Харьков дала название небольшому изначально городку, историки, как правило, используют топографическое описание Харьковского наместничества 1788 года, в котором говорится: губернский город Харьков, привилегированный, называется по речке Харьков, при которой он расположен. Название реки Харьков появляется примерно на 100 лет раньше официального основания города Харькова. Историки ссылаются на рукописный большой чертеж 1556 года, как на самый старый документ, в котором упоминается река. Хотя, конечно же, это название существовало и раньше. Просто этот факт не зафиксирован в дошедших до современности письменных источниках. Длина реки превышает 70 километров. Особой шириной не выделяется – от 2 до 20 метров. А площадь водосборного бассейна более 1100 квадратных километров. Харьков впадает в Лопань в 10 километрах от ее устья, то есть конечного участка. Сама его высота достигает почти 100 метров над уровнем моря. В черте города русло реки Харьков искусственно углублено, а берега обвалованы. Замерзает она примерно в начале зимы, а просыпается, так сказать, в начале весны. В этот период уровень воды в городской реке может подняться до 4 метров максимально, как и в Лопани. На реке Харьков расположены поселки Липцы и Циркуны. Ну а на месте слияния с рекой Лопань расположен город Харьков. Летом река мелеет и местами пересыхает. Исток реки находится на территории Белгородской области. Границу Харьковской области река пересекает недалеко от украинского села Стрелечья. Река Харьков могла бы быть немного длиннее. Специалисты в области водоемов отмечают одну особенность трех главных харьковских рек – Харьков, Лопань и Уды. Она заключается в том, что более крупная река впадает в меньшую. Это противоречит логике, но исторически сложилось именно так. Есть и обратные суждения. Лопань впадает в Харьков. Например, исследователи вопроса приводят мнение инженера-гидротехника и местного краеведа, который в качестве аргумента использовал площадь водосбора рек. У Харькова она 1160 квадратных километров, а у Лопани 840 квадратных километров. Следовательно, сделал вывод гидротехник, Лопань является притоком Харькова. Исследователь также ссылался на некоторые старые карты, где Лопань обозначена как приток Харькова. Например, на плане генерального межевания Харьковского уезда от 1783 года Лопань является притоком. Один из писарей основянского волостного правления решал этот вопрос по принципу «ни вашим, ни нашим». В рапортах в уездную полицейскую управу в 1864 году он сообщал, что на основе протекает река Харьковско-Лопанская. Река Харьков не только дала имя городу по одной из версий, но в прежние времена причиняла горожанам немало хлопот. Сегодня берега Харькова в центральной части высокие, они облицованы каменными плитами.
так и берега прочнее, и река выглядит намного благоустроеннее. Но изначально правый берег, тот, который ближе к центру, был пологим и топким. Весенние половодья постоянно наносили немалый вред хозяйству харьковчан и создавали трудности для передвижения. Территория, примыкавшая к правому берегу Харькова, была не очень благоустроенной и долгое время являлась восточной и южной границей города. Только в 1770 году через реку Харьков построили деревянный мост, который связывал город с Захарьковской частью. К оборудованию берегов реки приступили еще позже, после достаточно крупного для Харькова наводнения 1853 года. Городские власти решили увеличить высоту правого берега реки в районе Павловской площади. В ходе работ несколько изменили русло. Однако эта мера защищала Харьков от наводнений не на 100%. Весной 1893 года затопило значительную часть города. Но и городские власти не сдавались. Берег еще раз подняли и укрепили дерном на участке больше 2 километров. Так берег стал выглядеть гораздо эстетичнее. Здесь устроили пляж, а в 1920-1930-х годах берег реки еще раз немного подправили. Краеведы рассказывают, что в прежние времена в реке Харьков водилась достаточно крупная рыба. В 1920 году под Харьковским мостом из реки последний раз выловили стерлядь, а в 1938 в реке последний раз поймали миногу. Рыба эта не особо крупная, но пригодная в пищу. Рыбаков на берегах Харькова можно встретить и в наше время. Но рыбалка сейчас носит скорее спортивный характер. Рыба в реке крайне мелкая. Ею можно разве что угостить кота или же отпустить обратно в реку. Современный вид реке в центральной части города придали уже после Второй мировой войны во время восстановления полуразрушенного боями города. Был построен новый Харьковский мост, который соединяет центр города с проспектом Героев Харькова, а также благоустроенные берега. Со стороны центра благоустроена Харьковская набережная, а со стороны Захарьковской части – Гимназическая набережная. Во времена основания Харькова по реке ходили казацкие чайки. Чайка была длинная до 18 метров и вмещала до 70 человек. Сейчас такие суда по реке вряд ли пройдут. Но пройтись по реке можно на прогулочной лодке. Такой вид судоходства существовал в городе всегда. С 1932 года от Харьковского моста до Журавлевки по реке Харьков курсировали 2 моторные лодки. Спустя год к ним добавились и водные катера, соединяющие окраины города с центром. Один водный трамвай вмещал 40 пассажиров, всего таковых было 10. В послевоенные годы по реке Харьков плавали прогулочные катера. Также был речной трамвай или теплоход «Ласточка» возле Сергиевской площади. С мая от пристани теплоход плавал до Благовещенского собора, разворачивался возле Бурсатского моста и по Лопани плыл к месту слияния с рекой Харьков. Далее он шел до Гончаровской плотины и обратно. Горожане могли кататься на речном трамвайчике до 2005 года, а потом он сгорел днем при непонятных до сих пор обстоятельствах. Сейчас в месте соединения Харькова и Лопани разбит сквер Стрелка, одно из любимых мест отдыха харьковчан. С противоположным берегом реки сквер соединяет пешеходный мост, который является одной из достопримечательностей Харькова.